Для создания цветочка кактуса нам понадобится желтый фоамиран зефирный, белый фоамиран зефирный, ножницы, клеевой пистолет клей и вот такая оранжевая пастель номер 207. Это все, что нам понадобится. Ну и, конечно, будем пользоваться утюгом. Прокладываем небольшой кусочек желтого фоамирана между двумя листами бумаги и проглаживаем с двух сторон. Это нужно для того, чтобы фоамиран истончился. У меня желтый фоамиран очень тонкий, поэтому я буду работать с ним очень быстро. Даем несколько секунд фоамирану остыть, чтобы он легко отходил от бумаги. Вот такой тоненький фоамиранчик у нас получился. Точно так же проделываем с белым кусочком фоамирана. Белый нам будет нужен для лепесточков, поэтому проглаживаем побольше. В зависимости от того, какой пышности вы хотите цветочек, столько фоамирана вам и понадобится. Вы можете сделать даже 2 цветочка. Здесь тоже все будет зависеть от того, какую композицию вы задумали. Итак, для сердцевинки нам понадобится желтый фоамиран. Отрезаем полосочку длиной 18 сантиметров и шириной примерно 2,5 сантиметра. Далее складываем полосочку в несколько слоев и примерно до середины прорезаем тонкую бахрому с помощью ножниц. Аккуратненько прорезаем бахрому шириной примерно 1 миллиметр. До середины нашей полосочки прорезаем тонкие-тонкие такие полосочки, и получится бахрома желтого цвета. Аккуратно. Далее наносим пастель оранжевую на пальчик и проходимся по нижней части. Нам нужно, чтобы окрасилась только нижняя часть нашей заготовки. Просто вот так прорабатываем руками фоамиран и наносим пастельку. Аккуратненько внизу с двух сторон, чтобы пастель нанеслась везде. Далее моем руки хорошенько, чтобы оранжевой пастели на руках не осталось. И собираем нашу бахрому. И пальчиками просто очень хорошо перетираем бахрому до супер тонкого состояния. Она должна быть очень тонкой, мягкой, проработанной, вот такой вот супер тоненькой. Итак, собираем нашу серединку, наносим клей и начинаем скручивать трубочку. Аккуратно наносите клей, потому что фоамиран очень тонкий. Скручиваем трубочку и при необходимости наносим клей и подклеиваем.
Следующее, что нам нужно будет сделать, вырезать вот такие полосочки побольше и поменьше и вырезать лепестки. Что я буду делать? Просто складываю полосочки вот таким образом. Складываю и вырезаю лепестки. Я буду делать на глаз. Для вас приложу все выкройки. Первый ряд лепестков у нас будет 5. Вот здесь. Далее будем прибавлять по 2 штуки. Первый ряд лепесточков будет у меня вот такого размера. Дальше чуть больше. Раз, два, три. 3 выкройки лепестков я вам приложу. Поехали. Прежде чем наклеить лепестки, их нужно обработать. Складываем пополам, немножечко вытягиваем и капаем капельку клея вот сюда на уголок, чуть-чуть. Пока клей горячий, немножечко растягиваем и закручиваем носик. Если он сильно вытянулся и стал вот таким плоским, нужно его подрезать под уголок. Вот так, чтобы он был остреньким. Вот таким образом обрабатываем абсолютно все лепестки цветочка кактуса. Вот у меня он весь вытянулся, поэтому я сделаю его чуть-чуть поменьше. Прикладываем. Вот такие лепесточки у нас будут. Так, поехали. Обрабатываем все лепестки точно так же. Первые 5. Точно так же я обработала лепестки номер 2. Итак, клеим лепестки номер 2 вторым и третьим рядом. Далее располагаем уже в шахматном порядке, вот таким образом. И точно так же прикладываем третий ряд лепестков. Поехали! Третий ряд лепестков. Далее вырезаем лепестки номер 3. В общей сложности нам нужно будет 14 таких лепестков, 2 рядка. Поехали! Четвертый, пятый ряд располагаем точно так же, как и все предыдущие.
Это у нас лепестки номер 3. Поехали! Вот такая вкусная пироженка у нас получилась. Очень объемный, нежный и яркий цветочек. Теперь осталось расположить его на кактусе. Вы можете сделать это просто сверху, можете разместить сбоку. Цветы растут у кактуса везде, поэтому здесь уже смотрите, где вам больше нравится. Я расположу его, пожалуй, вот так немножечко сбоку. Просто набираем клей, наносим его с обратной стороны цветочка и приклеиваем. Аккуратно.